Всем доброй ночи, друзья мои. На днях мне приснился странный, страшный, но в то же самое время, наверное, спасительный сон. Я встала, записала то, что мне было дано. Записала голосовую в своем чате и сохранила. Там, где я обычно отметки делаю, что я должна снять и о чем. Я боялась, что я забуду, что мне все это вылетит с головы. И так и случилось. Я полностью забыла эти слова, у меня просто улетучилось. Но голосовое, которое я записала, естественно, помогло мне, чтобы я восстановила, воссоздала и передала вам то, что мне во сне просили вам передать. Точнее, настаивали. Я видела огромный корабль. А на корабле огромное количество людей разных национальностей, абсолютно разных, из разных материков и из разных народов. И этот корабль плыл, какое-то мутное, черное такое море, темно, туманность. И из туманности возникают какие-то жуткие существа, какие-то чудовища с щупальцами. И они хватают людей и забирают с собой воду. Я этот сон рассказала близким людям и сказала, что обязательно я должна людям передать то, что нужно передать им, потому как неспроста этот сон мне приснился. Видимо, мы на пороге чего-то такого и важного, и нехорошего. То, что поставит точку окончательную. Так вот, и вот эти чудовища хватают людей, и стоит жуткий крик. Ужасный такой ор. И люди вот просто буквально растворяются в тумане, они исчезают. Их не видно, словно их и не было. Их просто выходят из ниоткуда эти сущности и хватают людей, детей, женщин, кого попало. И исчезают в эту туманность. И стоит ужасный, жуткий такой ор. И тут ко мне подходит женщина в светлых одеяниях, хватает меня за руку и дает мне в руки свечу. И я вижу такой алтарь, и там горят различные свечи вперемешку, черные, белые, поэтому я сюда и поставила. Идет дым. Вот здесь благовония дымились, но они уже истлели, пока я готовилась снять. И вот поднимается дым к небу, горят эти свечи, и эта женщина в одеянии жрицы мне говорит: собери народ, собери людей вокруг алтаря. Только делай это быстро. И я начинаю звать людей, и начинаю кричать и говорить: быстро подойдите сюда, кто хочет спастись, идите сюда. И люди начинают просто вот такой, знаете, бег, просто такой сумасшедший. Волна людей хлынула к алтарю. Я вижу у всех в руках свечи. Все как-то появляется вот такая картина.
у всех в руках свечи, идет вот очень такой едкий, ощутимый дым с алтаря, наверх поднимается, и горят свечи, агрессивно горят, огонь поднимается просто очень высоко, вот такой вот периметр высокий огня. И начинается вот миллион голосов, звучит просто в ушах. Она говорит, и все люди повторяют. И все повторяют, поворачиваются на все стороны света, читают, поворачиваются, читают, вот так чертят вокруг себя, вокруг своей оси, как круг. И она говорит, читайте громче, читайте сильнее, громче, все читайте. И вот этот вот гул, крик, но вот эти четкие слова, они запечатлелись у меня в голове. Значит, и мы все вот так кричим, и я вижу огромное дерево, непонятно откуда возникшее, как дуб. Я так поняла, древо жизни. И вот это дерево поднимается и начинает закрывать нас всех, как зонт, знаете, так растет во все стороны и начинает закрывать. И вот эти сущности, которые летали вокруг, начинается такой ужасающий рев, крик, они не могут достать нас. Такое чувство, как будто мы находимся в таком вакууме, как невидимая какая-то пелена, как стекло, которое закрывает нас. И они начинают биться об этот корабль и падают, и не могут никого достать. И вот эти вот ужасные эти щупальцы, вот эти вот пальцы какие-то жуткие, какие-то клешные, я даже не знаю, как описать. Вот они тянутся к людям, и вот этот ор, крик, вот этот дикий просто рев, но они не могут достать. И вот она мне говорит, смотрит на меня и говорит, причем у нее, знаете как, у нее нет зрачков, жутко белые глаза, то есть только белки глаз, зрачков нет. Но я ее почему-то не боюсь. Она мне говорит, ты услышала, что нужно делать? Вот это передай людям. Я проснулась, у меня было ужасающее такое состояние, аж в холодном поту. Знаете, вот когда во сне чего-то жутко боишься, вот это жуткое состояние, и холодеет просто кровь, руки, морозит, и ты просыпаешься в таком жутком страхе, что очень живой сон. Этот страх смерти реален. И я проснулась, я хочу вам объяснить, что когда мы спим, наша душа, вот откройте, посмотрите, сон, ведьмина изба, что такое сон. Когда мы спим, наша душа путешествует в астральных мирах. Почему человек падает как будто в пропасть, да, словно из какой-то вершины упал и резко вздрагивает? Это когда наша душа поднимается в эти измерения, и некие сущности начинают гоняться за душой. Когда человек умирает во сне без каких-либо причин, слышали? Это душу забрали, не пустили. Некоторые говорят, самая лучшая смерть. Нет, это самая худшая смерть, потому что душу схватили и не пустили. И человек не проснулся. И вот душа может спастись только в теле, то есть в теле его не достанут. И душа падает в тело, и у вас ощущение, как будто вы откуда-то упали, вы вздрагиваете. Вы можете потом не помнить абсолютно, это стирается из подсознания. Очень редкие сны, которые мы запоминаем, это очень такие яркие пророческие сны. И вот я хочу вам передать то, что мне велели. Во-первых, поставьте на алтарь белые и черные свечи. Сожгите благовония. Буквально несколько штук, чтобы было ощущение дыма. Стойте посреди комнаты и, поворачиваясь на все 4 стороны света, читайте этот заговор. Начертите вокруг себя круг символический, защитный круг. Тот самый защитный круг. Но вам нужно будет периодически это повторить. Эти свечи вы можете использовать и в других ритуалах, но каждый раз, когда вы будете читать, вам нужно
точно так же найти черно-белые свечи и точно так же повторить. Повторите хотя бы раз в неделю в начале, потом раз в месяц, пока вот это вот сумасшествие в мире постепенно не сойдет на нет. Нам сейчас нужна эта защита. Я вам повторю слова на языке духов. Они немного напоминают латынь, но не все слова. То есть я вам говорила, что язык духов это очень может быть и исчезнувшие языки, которые остались, да, на пластах мироздания, как записались и остались в памяти мироздания, и оттуда иногда идут эти языки. Мы иногда во сне разговариваем на совершенно непонятном языке и почему-то понимаем, что мы говорим и кому мы говорим. Так вот, наша душа поднимается, и то, что я увидела в мире мертвых. И та жрица, у которой не было зрачков, та жрица, она тоже мертва. И это ее душа со мной разговаривала. Мне просто показали, что было когда-то с человечеством, и как спаслись те, кто обратился к богам. Итак, читать нужно 4 раза, поворачиваясь на все стороны света. И вы будете защищены. Вы ощутите эту защиту надолго. Но время от времени нужно повторять, пока полностью не миновала эта беда. О боги, неба и земли, огня и воды, призываю вас, придите на помощь. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейюме. Именем высших легионов и темных когорт, и чашей весов Вселенского суда, я заклинаю, услышь меня, юг, услышь меня, запад, услышь меня, восток, услышь меня, север. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейюме. Великие боги, начертите вокруг меня защитный круг. О, круг защитный, оберегай меня от ранней смерти, от пули и ножа, от сумы и тюрьмы, от огня и воды, от произвола властей, от иных напастей, от суда врагов, от злых сил, от козней и капканов и от всякого зла. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Что бы в мире ни случилось, а меня не коснется, всякое зло в добро обернется. Славьтесь, боги, отцы и матери мироздания, вы защитите свое создание. Слово мое крепче кремня, острее меча, сильнее всякого зла. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Заклинаю. О боги неба и земли, огня и воды, призываю вас, придите на помощь. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Именем высших легионов и темных когорт и чашей весов Вселенского суда я заклинаю. Услышь меня, юг, услышь меня, запад, услышь меня, восток, услышь меня, север. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Великие боги, начертите вокруг меня защитный круг. О, круг защитный, оберегай меня от ранней смерти, от пули и ножа, от сумы и тюрьмы, от огня и воды, от произвола властей, от иных напастей, от суда врагов, от злых сил, от козней и капканов, и от всякого зла. Айвеюм, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Чтобы в мире не случилось, а меня не коснется, всякое зло в добро обернется.
Славьтесь боги, отцы и матери мироздания. Вы защитите свое создание. Слово мое крепче кремня, острее меча, сильнее всякого зла. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Заклинаю. О боги неба и земли, огня и воды, призываю вас, придите на помощь. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Именем высших легионов и темных когорт, и чашей весов вселенского суда, я заклинаю, услышь меня, юг, услышь меня, запад, услышь меня, восток, услышь меня, север. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Великие боги, начертите вокруг меня защитный круг. О, круг защитный, оберегай меня от ранней смерти, от пули и ножа, от сумы и тюрьмы, от огня и воды, от произвола властей, от иных напастей, от суда врагов, от злых сил, от козней и капканов и от всякого зла. Айвеум, меасро, диа глория, амавея, амейомей. Что бы в мире не случилось, а меня не коснется, всякое зло в добро обернется. Славьтесь, боги, отцы и матери мироздания. Вы защитите свое создание. Слово мое крепче кремня, острее меча, сильнее всякого зла. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Заклинаю. О боги неба и земли, огня и воды, призываю вас, придите на помощь. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме, именем высших легионов и темных когорт, и чашей весов вселенского суда. Я заклинаю, услышь меня, юг, услышь меня, запад, услышь меня, восток, услышь меня, север. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Великие боги, начертите вокруг меня защитный круг. О, круг защитный, обереги меня от ранней смерти, от пули и ножа, от сумы и тюрьмы, от огня и воды, от произвола властей, от иных напастей, от суда врагов, от злых сил, от козней и капканов и от всякого зла. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейомей. Что бы в мире ни случилось, а меня не коснется, всякое зло в добро обернется. Славьтесь, боги, отцы и матери мироздания. Вы защитите свое создание. Слово мое крепче кремня, острее меча, сильнее всякого зла. Айвеум, меасро, диа глори, амавея, амейоме. Заклинаю. Мне велели вам передать, я вам передаю. А как этот заговор вам поможет, точнее заклинание, вы сами убедитесь в скором времени, как и не раз и не два убеждались в силе тех заговоров и заклятий, которые вам передавалось через меня. Всем удачи, берегите себя, ничего не бойтесь. Пока вы верны богам, они с вами.